Всем привет! Сегодня я решил увеличить меню Макдональдс в 20 раз. Но для начала нужно заказать оригинальные позиции. Давайте посмотрим, что же я купил. Меню включает картофель по-деревенски, Royal Cheeseburger, сырный соус, Макфлури и Гримас Шейк. Прежде чем все это увеличить в 20 раз, нужно попробовать на вкус. Гримас Шейк слегка химозный, но в целом вкусный ягодный напиток. Следующий пункт в меню — картофель по-деревенски. Пробуем. Один в один, как картошка фри, ничего особенного. Чтобы сделать картошку вкуснее, я купил сырный соус. Попробуем с ним. Вот теперь другое дело. Основное блюдо в меню — Royal Cheeseburger. Он включает в себя булочку, котлету, 2 ломтика сыра, лук, соленые огурцы, кетчуп и горчицу. Все вместе — это вкус Макдональдса в чистом виде. Идеальное сочетание. А на десерт у нас лимитированная фисташковая Макфлури. Пробуем. Супер, здесь прям ощущается натуральная фисташковая паста. Вот теперь, когда мы знаем все составляющие Мак-меню, можно отправляться за продуктами для гигантской версии. Нам нужно 3 мешка картошки. Листья салата, целый пакет лука. Очень много молока для мороженого. Лоток яиц, весь говяжий фарш, который был в магазине. Кетчуп, горчица, много сырного соуса. 2 огромных упаковки сыра чеддер. Банка огурцов. Дрожжи, ванильный сахар, очень много обычного сахара. Целых 2 коробки сливочного масла. Пакет черники, ежевики и малины. Лимонная кислота. И можно отправляться на кассу. Выкладываем продукты на кассовую ленту. И уже с другой стороны ленты раскладываем их по пакетам. Общая сумма покупки составила $360. Без культовой упаковки Макдональдс еда бы не выглядела такой радостной. Поэтому изготовление нашего гигантского меню начнется именно с коробочек. Но для этого сначала нужно разорвать оригинальные. И разложить в плоскость. Мы распечатали гигантский шаблон коробки для бургера. Накрываем его 3 листами гофрированного картона. Берем клей ПВА и заливаем им всю поверхность. Сверху приклеиваем еще 4 листа картона впоперек. После высыхания клея можно переворачивать цельный картонный щит. И с помощью канцелярского ножа вырезаем из картона нужную нам форму. Пунктирной линией обозначены места изгиба, поэтому проходимся по ним ножом. Все, шаблон больше не нужен. Сгибаем картон в нужных нам местах. Наносим термоклей. И склеиваем детали, постепенно превращая плоский картон в объемную коробку. Это очень просто, так как все детали четко сходятся как конструктор. Все, первая коробка готова. Точно по такому же принципу делаем гигантскую коробку для картошки. Готово! Для картошки и бургера мы использовали картон. Гигантское пластиковое ведро используем в качестве стакана Гримас Шейку. Ведро поменьше для Макфлури. И пластиковый контейнер для сырного соуса. Чтобы ведро стало похожим на стакан, нужно отпилить ручки. И пройтись в этом месте наждачной бумагой. В крышке сверлим отверстие посередине, чтобы появилось место под соломинку.
Для Макфлури тоже убираем ручки. Теперь сделаем упаковки визуально похожими на оригинальные. Для этого переносим на улицу все, что нужно покрасить. И первым делом нанесем грунтовку, чтобы следующий слой краски хорошо прилип. Ведра покрываем белой краской из баллончика. Готово. Можно возвращаться в студию. Вооружаемся акриловыми красками, кистями и валиками. Первым делом красной краской покрываем коробку из-под картошки. Фиолетовой краской стакан для гримас шейка. Желтой крышку для соуса. Ну и в белый цвет закатываем коробку для бургера. Теперь с помощью карандаша нужно расчертить, в каких местах будут ключевые элементы упаковки, такие как логотип Макдональдс и надписи. Вот теперь наконец-то можно приступать к финальному этапу разукрашивания деталей. Все, спустя целый день наши гигантские упаковки наконец-то готовы. Они полностью повторяют оригинал. Все, кроме грима шейка, его мы решили оставить в легендарном старом дизайне. Итак, первое, что мы сделаем, так это гигантская картошка в виде долек. Для этого нам нужно 3 мешка картошки. Вскрываем их. И начинаем ее очищать от кожуры. Нам нужна только чистая мякоть. Сбрасываем воду, чтобы картошка не чернела. И продолжаем очистку до тех пор, пока мешки не опустеют. Готово! Теперь картошку нужно помыть от грязи. А уже чистую выкладываем на стол. Следующий этап – нарезка. Он нужен, чтобы картошка быстрее сварилась. Шинкуем ее рандомными кусками. И сбрасываем их в кастрюлю с чистой водой. Продолжаем нарезать оставшуюся картошку. Готово! Переносим кастрюлю на гигантскую конфорку. Накрываем крышкой и включаем газ. Мы варили картошку на протяжении 2 часов, пока она не стала мягкой. Возвращаем кастрюлю на стол. Мы слили всю воду и теперь добавляем соль. Также довольно много паприки. И толчем картошку до состояния пюре. «20 минут спустя гигантская порция пюре готова. Именно она будет светлой частью гигантских долек картофеля. А для имитации темной корочки перекладываем небольшую часть пюре в другую кастрюлю. Добавляем коричневый пищевой краситель. И хорошенько перемешиваем. Все готово. Вооружаемся большим количеством противней. Берем порцию светлого пюре. Переносим на противень и начинаем формировать дольку. Готово. Теперь из окрашенного пюре делаем корочку, чтобы картофельная долька была похожей на оригинал. Готово. По такой технологии нужно изготовить еще 6 долек. Отправляем дольки в морозилку. Они должны подмерзнуть и стать более монолитными. Пришло время огромного фритюра. Открываем очень много баклажек с подсолнечным маслом. И заливаем его в кастрюлю. Разогреваем масло. И уже подмороженные дольки гигантского картофеля можно отправлять во фритюр. Обжариваем 4 минуты. И можно доставать.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы лишний жир стек. Получилась хрустящая корочка снаружи, как в оригинале. Продолжаем обжаривать дольки по такому же принципу. Все готово. Выкладываем дольки в гигантскую упаковку Макдональдс. Все, гигантский картофель по-деревенски мы сделали. По-моему, получилось похоже. Теперь нужно увеличить Royal Cheeseburger. Для огромной булочки нужно молоко, теплая вода, дрожжи, мука. И устанавливаем замешиваться тесто. Также добавляем соль и сахар. Спустя 5 минут замешивания добавляем мягкое сливочное масло. А спустя еще 5 минут можно выключать тестомес. Даем тесту зайти полчаса. Готово, хорошенько обминаем его руками. И выкладываем на противень. Накрываем пищевой пленкой. И еще раз ждем, пока тесто поднимется. Пленку можно убирать. Для румяной корочки нужно разбить в пиалку одно яйцо. Добавить молоко и перемешать эту смесь. Ей нужно смазать тесто. Сверху посыпаем кунжутом. И отправляем нашу гигантскую булочку выпекаться в духовку. Булочка готова, можно доставать. И после остывания разрезаем ее на две части. Есть! Теперь нужен чеддер, я хочу сделать из него две гигантских пластинки сыра. Для этого нарезаем его на куски поменьше. И с помощью мясорубки все это измельчаем. Это очень быстрый способ, чтобы не тереть сыр вручную. Весь сыр измельчен. Отправляем его на плиту. И постоянно перемешивая, растапливаем до жидкого состояния. Спустя 10 минут весь сыр расплавился и склеился в однородную массу. Снимаем его с плиты. Теперь весь расплавленный сыр нужно разделить на две части и выложить их на противень. Пока сыр еще горячий, нужно сформировать из него пластинку одинаковой толщины. Проще всего делать это руками. Все, пластинки сформированы, им остается только застыть. После чего первую пластинку можно доставать из противня и выкладывать на нижнюю булочку. Теперь сделаем гигантскую котлету из говяжьего фарша. Добавляем соль, гранулированный чеснок и свежемолотый перец. Остается все это хорошенько перемешать. После чего перекладываем на пергамент. И начинаем формировать гигантскую котлету. Готово. С помощью лопаты для пиццы переносим котлету на улицу. Будем готовить ее на газовом гриле. Зажигаем комфорки. И отправляем котлету на решетку. На этом этапе пергамент уже не нужен. Закрываем крышку гриля. Спустя 3 минуты открываем и достаем котлету. Сейчас ее нужно обжарить с другой стороны. Все, гигантская котлета готова. Можно выкладывать ее на бургер. Далее идет второй огромный ломтик сыра. Дальше лук. Срезаем хвостик, корень и напополам.
Теперь можно легко снять шелуху. Это самый быстрый способ очистить лук. И нарезаем его полукольцами. Нам нужно действительно много лука. Выкладываем его на бургер. Далее идет кетчуп и горчица бургера. Осталось только добавить соленые огурцы. Достаем их из банки. И нарезаем на кружочки. Готово. Выкладываем на бургер. Накрываем верхней булочкой. И переносим в коробку наш гигантский Royal Cheeseburger. По-моему, эта гигантская версия очень напоминает оригинал из Макдональдс. Закрываем коробку. Следующий на очереди огромный фисташковый Макфлури. Для вкусного мороженого нужно очень много сливочного масла. Распечатываем упаковки. И сбрасываем в кастрюлю. Таким образом отправляем по ящику масла в кастрюлю. Теперь важнейший компонент мороженого – молоко. Распечатываем бутылки. И выливаем молоко в кастрюле. Как и в случае с маслом, в каждую кастрюлю одинаковое количество молока. Конечно же, мороженое должно быть сладким, поэтому добавляем много сахара. В равных количествах. Теперь, чтобы компоненты в кастрюле объединились воедино, их нужно подогреть. Для этого устанавливаем кастрюлю на горелке. Для привычного аромата мороженого необходимо добавить ванильный сахар. И включаем огонь. Накрываем крышками, чтобы быстрее нагрелось. И спустя 1 час начинаем перемешивать, чтобы сливочное масло растопилось от тепла молока. Сейчас, как бы это ни казалось странным, нам нужно сухое молоко. Оно сделает вкус мороженого еще более молочным, а также поможет молоку и сливочному маслу объединиться между собой. Сюда же добавим гуаровую камедь. Этот порошок выступает в роли загустителя и сделает массу более густой. Мороженое станет более плотным. В синергии с ней всегда хорошо работает ксантановая камедь. Она сделает мороженое более тягучим и приятным в употреблении. Хорошенько смешивая между собой сухие компоненты. И постоянно перемешивая жидкую массу огромным миксером, всыпаем сухие компоненты. Масса стала заметно гуще. Теперь нужно повторить все то же самое со второй кастрюлей. Готово. Чтобы как можно быстрее охладить массу, переливаем ее в охлажденные емкости внутри морозилки. И оставляем замерзать. Спустя время по центру наше будущее мороженое осталось жидким, а вот по краям подмерзло. На этом этапе нам нужен гигантский погружной блендер. С его помощью нужно вмешать в массу пузырьки воздуха, чтобы мороженое было похожим на оригинальный Макфлури. Точно так же мы взбили мороженое во второй емкости. Пока оно замерзает, мы сделаем фисташковый топпинг. Для этого нам нужна очищенная фисташка высокого качества. А сделать из нее пасту нам поможет меланжор. Постепенно всыпаем в него фисташки.
Эта мельница с каменными роликами быстро измельчает фисташку и превращает ее в однородную массу. На этом этапе обязательно добавляем сахарную пудру, чтобы вкус фисташки стал еще насыщеннее. Спустя еще 2 часа получается идеально гладкая фисташковая паста. Выключаем меланжор. И переливаем фисташковую пасту в миску. Нужно сделать еще 6 таких партий. У нас получилась почти полная миска самодельной фисташковой пасты. За это время мороженое успело замерзнуть. Поэтому еще раз перемешиваем все погружным блендером. Вот теперь масса стала супер кремовой. Также перемешиваем вторую емкость с мороженым. Для Макфлури нам нужна всего одна емкость мороженого. Ставим ее на стол. Начинаем сборку с фисташковой пасты. Выливаем ее на дно ведра. Далее зачерпываем наше кремовое мороженое и отправляем его в ведро Макфлури. Опять слой фисташковой пасты. И продолжаем чередовать слои. В конце делаем красивый узор, чтобы наш гигантский Макфлури выглядел один в один как оригинал. А оставшуюся фисташковую пасту переливаем в специальный дозатор. С его помощью мы сможем красиво полить лицевую сторону Макфлури полосками топпинга. Готово! Осталось сделать вафли. Нужно сливочное масло, сахар, мука и 2 яйца. Перемешиваем тесто миксером. Как только оно готово, отправляемся к вафельнице. Выкладываем в нее всего ложку теста. И закрываем. Готовую вафлю переносим на доску. И нарезаем на квадраты. По такому принципу я сделал вафли из оставшегося теста. И красиво посыпаем сверху на мороженое. Все, гигантская версия фисташкового Макфлури готова. По-моему, она выглядит даже лучше, чем оригинал. Следующий на очереди гигантский Гримас Шейк. Ставим кастрюлю на плиту. И отправляем в нее пакет малины, ежевики и черники. Сюда же добавляем много сахара. Заливаем воду. И перемешиваем. Варить ягодную смесь нужно 10 минут. После чего с помощью гигантского погружного блендера превращаем все ягоды в однородную массу. Готово. Можно переливать ее в оставшееся домашнее мороженое. И тем же погружным блендером перемешиваем. Все, на этом Гримас Шейк готов. Переносим его на стол. И переливаем в наш гигантский стакан. Сначала мы делали это с помощью сотейника. А оставшуюся половину вылили прямо из таза. Накрываем крышкой. И устанавливаем гигантскую соломинку. Все, на этом гигантский Гримас Шейк полностью готов. По-моему, получилось очень красиво. Напишите в комментариях, пробовали такой или нет. Осталось только наполнить контейнер сырным соусом. И накрыть крышкой. Все, мы официально увеличили меню Макдональдс в 20 раз. Первое, что я хочу попробовать, это гигантский Royal Cheeseburger. Отрезаем от него кусок, словно это торт.
И поднимаем. В разрезе четко видны все ингредиенты, которые мы добавляли. Попробуем на вкус. Это действительно очень похоже на оригинальный Royal Cheeseburger. Ну и неудивительно, ингредиенты здесь точно такие же. Теперь открываем соус. Берем одну дольку картофеля, макаем в сырный соус и пробуем. В принципе, это вкусно, но корочку нужно было делать еще зажаристее. Похоже на оригинал процентов на 80. Попробовать гримаш-шейк как в оригинальной версии точно не получится. В легких человека просто нету столько сил. Поэтому открываем крышку. И пробуем ложкой. Наш гримаш-шейк один в один как оригинальный, но без химического послевкусия. Осталось попробовать фисташковый Макфлури. Это нереально вкусно и просто на 100% соответствует оригинальному вкусу. Конечно же, сами мы все это не съедим, отправим нуждающимся детям. Загружаем всю еду в багажник. И отправляемся в путь. По приезду самые старшие дети помогли нам выгрузиться. А сотрудники учреждения нарезали бургер. И раздали детям. На улице было очень жарко, поэтому дети захотели охладиться. Тут-то как раз и начали разливать по стаканам гримаш-шейк. Детям он очень понравился. Дети просто обожают сладкое, поэтому они сразу захотели попробовать еще и фисташковый Макфлури. Эта позиция из меню понравилась им больше всего. В принципе, огромный бургер, который мы сегодня сделали, относительно небольшой. А вот если вы наберете на этом видео 100 тысяч лайков, то я использую свои возможности по максимуму и сделаю поистине гигантский бургер. Для котлеты я использую мясо целого быка, а булочку испеку в гигантской печке. Так что если хотите это увидеть, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!